Всем привет! Мы тут с друзьями снова съездили на Кольский полуостров, и в этом выпуске я собираюсь поделиться с вами красотами севера. В прошлый раз мы ездили в Мурманск и исследовали северную часть Кольского полуострова, и нам даже удалось поймать северное сияние. В этой поездке мы тоже поймали северное сияние, но это не самое главное, что мы увидели на южной части Кольского полуострова. И каждый раз, когда я отправляюсь в поездку, я стою перед выбором, какую технику мне взять с собой. И в этот раз я решил взять объектив 24-70 вместе со своей Sony Alpha 7 IV, поскольку я давно на него не снимал. Я так влюбился в полтинник 1.2 G-Master, что практически постоянно снимал только на него в последнее время, и сейчас я решил дать шанс универсальному зуму. В прошлый раз в поездку в Мурманск я брал объектив 11 мм с диафрагмой 1.8, который создан для кроп-камер и использовал на своей полнокадровой Sony Alpha 7 IV. Если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите, именно благодаря этому объективу мне удалось эффектно заснять северное сияние. Все фото и видео в данном выпуске, кроме съемок с дрона, сняты как раз на Sony Alpha 7 IV и этот объектив 24-70 мм 2.8 G-Master второй версии. И даже сейчас я записываю себя на этот объектив на открытой диафрагме 2.8, и вы уже можете оценить резкость изображения в данном видео и качество размытия, несмотря на то, что я нахожусь всего в 1,5 метрах от фона. И по традиции, в первой части этого видео я расскажу про нашу поездку, а во второй части я расскажу про сам объектив. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. В этой поездке мы были всего несколько дней, но впечатлений набрались на целый год вперед. И это своего рода ответ на вопрос всем тем, кто спрашивает, а зачем вы вообще отправляетесь отдыхать на север, когда можно поехать на юг для того, чтобы погреть свои косточки. А отправляемся мы на север для того, чтобы почувствовать настоящую зиму, где нет реагентов, где есть сугробы снега, где все деревья покрыты снегом, где нет серости, и для того, чтобы почувствовать настоящую северную атмосферу, когда холод пробирает по-особенному, а вокруг тебя окружает сплошная красота и невероятные пейзажи. Но объяснить это тем, кто не был на севере, я все равно не смогу, потому что именно нужно побывать и все это самому почувствовать, чтобы понять, в чем же фишка. А я в этом выпуске постараюсь показать хотя бы визуальную составляющую и какие красоты нам удалось захватить в этот раз. Итак, в этот раз мы отправились в город Кировск. Мы побывали в самом Кировске и его окрестностях, также частично захватили Апатиты и потом переместились в Кандалакшу. Меня снова поразило то, насколько быстро из Москвы можно долететь до севера. Полет действительно был очень коротким, всего 2 часа, и мы оказались в северной сказке. В первый день после приезда из заселения мы отправились в самый северный арктический ботанический сад. Да, это немножко необычно, это самый первый такой северный сад в мире, и это уникальное место, поэтому было интересно в нем побывать. На территории этого ботанического сада было как раз интересно наблюдать, как какие-то обветшалые постройки полностью покрыты снегом, и это реально круто, когда сугробы выше тебя ростом, когда деревья в снегу, и вообще все такое беленькое, светлое, очень приятно для глаза. После ботанического сада мы отправились в так называемую сказочную деревню. Это такая постройка, которая сделана полностью из снега, то есть и стены, и потолок, все сделано из снега, но самое интересное находится внутри. Когда заходишь внутрь, попадаешь в сказочный такой мир, в котором все сделано из снега и изо льда. Плюс ко всему создатели этой постройки заморочились и красиво подсветили все инсталляции, от чего, естественно, вся экспозиция только выиграла. Ну и само собой снимать объекты, когда они красиво подсвечены, намного легче и приятнее. Довольно впечатляющая постройка, в нее обязательно нужно ходить с детьми, и все получат удовольствие, потому что там также есть и звуковое сопровождение. В общем, классно, когда вручную выдолбили
всякие узоры тематические на стенах, а также из больших ледяных блоков красивые фигурки. И третье место, в которое мы отправились в этот же день, это так называемый Таинственный лес. Таинственный лес — это такой парк, который облагородили и в котором проложили удобные тропинки деревянные, помосты, всякие мостики, а также сделали очень классную подсветку. И мы как раз приехали вовремя вечером, когда вся эта подсветка во всем своем великолепии освещает как раз этот участок леса. Место очень впечатляющее, как будто ты попал в какой-то зимний Диснейленд. Опять же, есть какое-то звуковое сопровождение, красивая подсветка, можно покататься с горки на ватрушках, опять же, прийти с детьми или в компании очень весело, красиво и интересно. И я однозначно могу рекомендовать это место для посещения, так же, как и сказочную деревню. На следующий день у нас тоже было 3 активности, и начали мы с того, что отправились кататься на снегоходах. И это было просто потрясающе и одно из самых лучших впечатлений, которые я получил за всю поездку. Кстати, отправиться в Кировске на прогулку на снегоходе — это очень хорошая идея, потому что на снегоходе можно заехать в такие места, в которые просто так человека не пускают, типа национальных парков. Мало того, что ты получаешь удовольствие от самого катания на снегоходе, ты еще и лицезреешь просто какие-то неописуемые виды, как будто ты в каком-то фильме. Нам еще очень повезло с погодой, светило солнце, и при этом солнечный свет уходил в тучи. В общем, все это создавало впечатление, что мы ездим по каким-то пейзажам из «Игры престолов». Так что прогулку на снегоходах я также рекомендую при поездке в Кировск. Ближе к вечеру мы отправились на гору Вудьявор, и это тоже очень красивое зрелище, а по совместительству это еще и горнолыжный курорт. И как оказалось, об этом я узнал позже, поскольку сам активно не катаюсь ни на борде, ни на лыжах, что это один из лучших курортов в России. После того, как мы поднялись на гору, на подъемнике нам открылся шикарный вид как на сам Кировск, так и на знаменитые Хибины. И поскольку нам по-прежнему везло с погодой, то мы встретили на горе очень красивый закат. Здесь рекомендовать ничего не нужно, потому что большинство из тех, кто прилетает в Кировск, прилетает сюда как раз ради того, чтобы покататься. Такое ощущение, что в аэропорту мы были единственные, кто был без снаряги, то есть без бордов, амуниции или лыж. Ну и завершили мы этот день третьей активностью, а именно попыткой поймать северное сияние. И сначала нам не очень повезло, потому что из-за прогнозов мы поехали сначала в сторону Апатитов, но потом вовремя поняли, что из-за высокой влажности небо застилает такая своеобразная оболочка из ледяных снежинок, и вернулись обратно в сторону Кировска, и тут на дороге нам удалось увидеть северное сияние. Кстати, если вы ни разу не ловили северное сияние, то раскрою вам один лайфхак. Дело в том, что северное сияние на небе нужно искать при помощи смартфона, потому что та дымка, которую вы видите, кажется вам белой, при наведении смартфона оказывается зеленой. И это означает, что вы в правильном направлении, в ту сторону и нужно двигаться. В этот раз полярное сияние у нас отличалось от мурманского, потому что одновременно с полярным сиянием также и ярко светило полнолуние. И свет луны немного перебивал свет сияния, из-за чего сияние казалось более блеклым. Но на самом деле, мне кажется, это даже интереснее одновременно застать и полнолуние, и северное сияние, потому что луна подсвечивает передний план, то есть снег у нас становится белым, а на фоне северное сияние. Но в контексте данного видео полярное сияние не в счет, потому что я его также снимал на 11 мм с диафрагмой 1.8. На следующий день мы выдвинулись в Кандалакшу, и там ландшафт вообще изменился, и все выглядит совершенно по-другому. Конечно, большое преимущество нашей поездки заключалось в том, что мы передвигались на арендованной машине, и поэтому могли посетить любую точку, которая была нам потенциально интересна. Например, увидели какую-то атмосферную деревушку, сразу же высадились и начали снимать.
Или, например, проезжаем красивую речку, то нужно обязательно остановиться, все поснимать вокруг, запустить дрон и только потом двигаться дальше. Одна из точек, которая у нас была запланирована в этой поездке, это поселок под названием Умба. Это тоже очень классное атмосферное место, это такая деревенька. Впечатлений добавляет и замерзшая речка, по которой мы как раз и гуляли. И очень классно было видеть перекошенные домики и лодки, которые были полностью покрыты снегом. Кстати, эта речка Умба впадает в Белое море, так что и на море мы по сути тоже побывали. Хотя до самого моря не дошли совсем чуть-чуть, потому что подзамерзли. Кстати, в этой прогулке очень помогли теплые стельки. Если не знаете, то это такие сухие стельки, которые, если потрясти, они нагреваются и очень долго держат теплую температуру. А когда у вас не замерзают ноги, то и вы сильно не замерзаете и можете гулять на холоде очень и очень долго. Ну и финальное место, которое мы посетили в этой поездке, это так называемая гора Волосяная. Причем, когда просто ее со стороны проезжаешь, кажется, заснеженная гора, красиво, да, неплохо смотрится. Но только когда ты попадаешь на верхушку, ты понимаешь, в чем заключается прелесть. Ты попадаешь в настоящую реальную сказку. Не так, как в таинственном лесу, где все облагорожено, есть деревянные тропинки, мостики и так далее, а именно в чистую природу, где снегом покрыты деревья, они все склоняются под весом этого снега, плюс нам опять же повезло со светом, то есть солнечная яркая погода, очень красивое зрелище. Там я немножко даже впал в эйфорию. Так что из вот таких красивых мест и картинок и сложилась наша поездка, отчасти от того, что нам очень повезло с погодой, но во многом благодаря тому, что север действительно обладает своей какой-то магией и шармом. Так что если вы не были на севере, то обязательно попробуйте, дайте ему шанс, и возможно после этого зима в каком-то более южном месте вам уже зимой и не покажется. Теперь что касается самого объектива. Первое, что хочу отметить, это идеальный баланс с камерой, то есть очень удобно пользоваться такой связкой, она сильно не напрягает из-за того, что реально очень сильно уменьшился вес по сравнению с первой версией. Кстати, если не видели мое сравнение с первой версией, то обязательно посмотрите его, потому что первую версию я также довольно любил и уважал, но надо отдать должное, во второй версии Sony улучшили объектив по всем фронтам. Вообще нету ни одной придирки. И по факту я даже не могу назвать ни одного существенного минуса, помимо, возможно, цены, потому что все равно объектив премиум класса и доступен далеко не всем. Но это уже современные реалии, это относится не только к объективам Sony. Премиальная линейка Canon, L-серии, Nikon, Panasonic будет стоить примерно столько же. Но при этом версия от Sony самая компактная, самая легкая и на сегодняшний день заслужила уже несколько премий, в том числе это объектив года по версии DP Review. Также у этого объектива есть премия «Лучший объектив» EIS Awards и «Лучший зум-объектив» по версии типа Awards. Но купил я этот объектив задолго до того, как он получил все эти престижные премии и награды, потому что я понимал, что
поскольку 2470 первой версии настолько хорош, во второй версии они явно должны сделать не хуже, с учетом того, что он также стал легче и компактнее. Если говорить про конструктив, то я хочу также отметить герметичность, потому что в этой поездке мы гуляли и при минус 25, и сильный снег засыпал камеру, и снег с дождем, и у меня на объективе чуть ли не сосульки были. Но со связкой абсолютно все в порядке, техника ни разу не заклинила, не заедала. Что интересно, Sony Alpha 7 IV довольно медленно садилась. Я думал, что аккумулятор на холоде будет разряжаться быстрее, чем обычно, но ничего подобного, на целый день мне хватало аккумулятора, и даже я не доставал новый, который у меня был во внутреннем кармане. В плане оптических характеристик к этому объективу вообще невозможно докопаться. Такое ощущение, что он просто идеальный. Во-первых, резкость зашкаливает, и это при том, что у меня обычная серия Sony Alpha 7 IV. Если бы это была R-ка, то объектив раскрылся бы еще больше. Владельцы R-серии меня поймут. Причем объектив резкий как на ближней фокусировке, так и на дальнем плане. И все потому, что оптическая конструкция содержит в себе плавающие элементы. И они как раз позволяют получить высокую резкость и при съемке псевдомакро, и когда мы на бесконечность фокусируемся. Также у него все идеально с автофокусировкой. Фокусируется молниеносно в любых условиях, никаких проблем с автофокусировкой, как глаза он цепляет и лица, также и через тачскрин можно тач-трекинг нажать и все, он будет отслеживать объект. Ничего удивительного, у этого объектива самая лучшая система автофокуса для объективов у Sony, 4 привода автофокуса, он способен с Alpha 1 выдавать 30 кадров в секунду. Но что меня больше всего поразило, это то, как эта связка передает цвета, то есть Sony Alpha 7 IV и вот это 2470 G Master, цвет настолько натуральный, настолько красивый, что мне даже не хочется вмешиваться с обработкой. И теперь открою вам маленький секрет. Все фотографии, которые вы видите в этом видео, сняты в JPEG, причем в самый маленький. То есть я выставляю сверхвысокое качество JPEG, но по мегапикселям это всего 8 мегапикселей, потому что мне больше и не надо. Например, для выкладки в соцсети, там в сторику запульнуть. И плюс ко всему я не использовал никакие профили изображения. То есть как есть, просто по дефолту из камеры вот выходит изображение, самый маленький JPEG, вот вы его и видите. И теперь я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Настолько чистые цвета, что обычно про Sony говорят, что там цвета нужно крутить, чтобы они были ок. Так вот, Sony Alpha 7 IV и с хорошей оптикой, там с тем же полтинником 1.2, я уже не раз убеждался, что цвета прямо из камеры очень и очень крутые. И такие естественные, и при этом какие-то красивые. А это в свою очередь говорит о том, что эту связку, там ту же Sony Alpha 7 IV с этим объективом, можно рекомендовать любителю, который может позволить себе эту связку. И любитель прямо из камеры сможет получить хороший качественный исходник. Что еще добавить? Этот объектив фокусируется очень близко, он абсолютно не ловит блики, то есть я не знаю, я снимал прямо на солнце и ни одного какого-то лишнего артефакта на изображении нет. Также уже вышел профиль в Photoshop и в Lightroom, и могу сказать, что виньетка и дисторсия действительно меньше по сравнению с первой версией объектива. То есть объектив улучшился во всем, при том, что у него меньше размер и вес. И также очень плавное размытие, то есть мне нравится переход в зону нерезкости. Все-таки 11 лепестков диафрагмы вместо 9 делают свое дело, и изображение выглядит еще более плавным с точки зрения размытия. Так что только одни положительные эмоции. Единственное, что я обязательно должен упомянуть, что я также делал обзор на объектив Tamron 28-75 версии G2, и вот он также достойный конкурент этому объективу. И Tamron выдает 90% от изображения, которое способен выдавать этот объектив, но при этом Tamron стоит в несколько раз дешевле. То есть это также очень достойный объектив. И поэтому далеко не обязательно иметь вот такой объектив 2470 G Master второй версии. Первую версию вообще не рассматриваем. Там лучше взять как раз Sigma 2470 2.8, либо Tamron 2875 G2. Но при этом, если вы хотите самого лучшего и у вас какая-то последняя камера, то есть из последнего поколения, там Sony Alpha 7S III, Sony Alpha 1, Sony Alpha 7 IV, Alpha 7 R5, R4 в том числе,
то тогда, конечно, объектив 24-70 2.8 G Master второй версии это лучший стандартный зум-объектив, который вы можете купить для своей камеры. И да, я чуть не забыл, у этого объектива есть особые возможности. Во-первых, он парфокальный, то есть он не смещает точку фокуса при зумировании. Для зум-объектива это редкость и считается очень и очень хорошо. Во-вторых, у него есть физическое кольцо диафрагмы, которое для многих может быть удобным, а для видеоработы вообще незаменимым. И круто, что это кольцо можно сделать как с кликом, так и без, но также можно зафиксировать в одном положении, потому что есть блокировка, и тогда вы случайно не собьете диафрагму. И третье, этот объектив очень хорошо скомпенсирован в плане дыхания фокуса. Опять же, для съемки видео это очень важно. При изменении точки фокусировки с ближнего плана на дальний план у вас не будет изменяться масштаб объекта. Ах да, есть еще и четвертый уникальный пункт. На этом объективе можно менять то, насколько тугим будет кольцо зумирования. И я заметил, что в легком положении лучше использовать зумирование для фото, потому что можно очень быстро перезумироваться туда-сюда. А для видео как раз больше подойдет тугое зумирование, для того, чтобы зумировать плавно. Так что тоже уникально и очень удобно. Добавьте к этому переназначаемые кнопки прямо на корпусе, и вы получаете вообще идеальный набор. Так что все функции, которые возможны для зум-объектива, этот объектив выполняет. И я теперь после него боюсь попробовать вторую версию 70-200 мм G Master. Я думаю, что он также очень и очень хорош, слишком выдающийся для зум-объектива, и я наверняка захочу его себе в арсенал, а он также очень и очень недешевый. А на этом у меня, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, если этого не сделали, и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!